Ну что, друзья-товарищи, вот и настал тот день и час, когда на тесте у нас появился Renault Magnum. Запасайтесь валидолом, корвалолом, включайте вентилятор, я буду набрасывать, ведь я считаю, что Renault Magnum – король европейских грузовиков. И сейчас расскажу, почему. Обычных консервативных водителей-дальнобойщиков просто бросают в холодный пот, жар, озноб при виде того, как нужно забираться и выбираться из кабины Магнума. Ну и, собственно, о водителях этих траков ходит немало шутеечек, легенд и мифов, которые на самом деле являются явью. Шутка номер раз. Водителя Магнума можно узнать по покусанной папке. Шутка номер два. Водителя Магнума можно вычислить по двум черным полосам на ладонях. Но водители этих грузовиков мирятся с его недостатками. Давайте разбираться, почему. Исторически так сложилось, что немцы делают хорошие грузовики, шведы делают классные грузовики, а французы делают настоящие шедевры. Ну а мы КамАЗ делаем. И чё? Вообще, когда французы впервые выкатили на суд публики в конце 80-х годов этот грузовик, все ахнули. Это была просто струя свежего воздуха. Но никто на тот момент всерьез не воспринимал этот грузовик. Точнее, никто не ожидал, что эта концепция, модульная концепция, когда шасси отдельно от кабины, пойдет в серийное производство. А французы взяли и сделали. И вы только вдумайтесь, эта модель продержалась на конвейере аж 24 года. За это время сменилось 4 поколения этой модели. Но, к сожалению, в 2014 году, четверочки, да? В 2014 году компания Volvo Trucks, которой принадлежит Renault Trucks, решила умертвить эту легенду. И король ушел непобежденным. Жаль. На смену пришел уже менее яркий, не такой выразительный, по-своему прекрасный Renault T. Но он никак не тянет на роль Магнума. Ну, а у нас сегодня на обзоре грузовик 4-го поколения. Он уже базируется на вольвовских агрегатах, и отличить его от предыдущих поколений можно вот по таким трапециевидным фарам. Изменился дизайн, изменилась кабина, кабина стала выше, ну, мы дальше уже посмотрим это в салоне, а сейчас расскажем о каких-то необычных решениях этого грузовика. Во-первых, мы здесь не видим капота, вот это ничего у нас почему-то не поднимается, все не так. Например, расширительный бачок расположен вот за вот этой боковой крышкой. Открываем, здесь у нас расширительный бачок. Здесь всякие надписи у нас забавные. Закрываем. Машина, к сожалению, вот эта, скажем так, мягко говоря, ушатанная. Вот, но покупатель на нее найдется, потому что Магнумы машины для любителей, машины для ценителей. Самое главное, чтобы здесь была живая рама, живая кабина, двигатель, коробка и мост. Остальное все, ну, как бы мелочи. Да, у Магнума, что у первого поколения, что у 4-го, как была, так и осталась проблема с пластиком. Он довольно хрупкий, вот видите, да, повреждения. Очень много Магнумов ездит без каких-то там, бывает, кусков вообще просто нет пластика. И здесь есть определенный минус, например, если вы случайно заехали куда-то в сугроб, там маневрировали, разворачивались, у вас нет отдельной секции нижней, как на многих грузовиках сейчас сделано. Например, как на Манах, вот эти вот реснички нижние. Если вы ее заломали, меняется просто вот этот кусочек пластика и все. Здесь же, если вы сломаете, например, вот эту часть, вам придется полностью менять вот этот стеклопластиковый элемент. К сожалению, есть такая проблема. Далее, ну в данном случае у нас автомобиль обут в батоны. Здесь когда-то был бардачок, но он сейчас заглушен, все здесь выломано, сломано. Ну, ничего, к сожалению, здесь мы показать не можем. Пойдемте дальше.
Водители Магнума не могут обходиться без перчаток. С перчатками они всегда, даже просто вылезая, извините, пописать из кабины, потому что у нас не европейские чистейшие дороги, а суровая российская действительность, где за 5 километров поручни покрываются неплохим слоем грязи. И поэтому, чтобы сохранить руки в чистоте, нужно пользоваться перчатками. Не нужно, а приходится. Ладно, рассказываем по машине. Так, откидываем вот этот щиточек, и здесь у нас находится заливная горловина масла. Почему она здесь? Все из-за особенностей конструкции и модульного решения этого грузовика. Вот такая скобочка, откидываем, пробка маслозаливной горловины, закрываем. А вот это у нас масляный щуп. Вот он здесь вот такой. Опа! Достали. И вот так вот мы смотрим, сколько здесь масла. Нифига непонятно, сколько здесь масла. Вообще, самые известные, самые любимые дальнобойщиками движки, которые ставились на модель Magnum, это маковские рядные моторы. Точнее, маковский рядный мотор. Он, в принципе, был один, по железу практически не отличался, в зависимости от того, какую мощность развивает. Топовый мотор здесь был V-образный, тоже в маковский мотор. Почему маковский, я расскажу в одном из следующих тестов, потому что этот Magnum, это у нас просто первый ознакомительный обзор этой модели. Далее будут грузовики первого, второго и, надеюсь, третьего поколения, где я подробнейшим образом расскажу об истории создания этой модели и особенностях технических характеристик этих грузовиков. Топовый, значит, мотор здесь стоял маковский V8, но в данном случае у нас Magnum 4-го поколения, и он базируется, как уже говорил, на вольвовских агрегатах. Соответственно, устанавливается двигатель D13, объем 13 литров, 6 горшков, движок рядный, цельная головка блока цилиндров. Состыковывается этот движок либо с механической коробкой передач ZF 16-ступкой, либо, как в данном случае, с роботизированной коробкой iShift. Но в Renault она называется OptiDriver, но по сути это тот же самый iShift. Ладно, дальше. Ну вот еще не рассказали про бачок для омывающей жидкости. Расположен мега удачно, мега удобно, то есть заливать сюда не замерзайку одно удовольствие. Единственный косячок, что бачок находится с левой стороны по ходу движения. То есть, если вы остановились на обочине для того, чтобы долить незамерзайки, вы стоите вот прям у дороги. Это действительно не очень безопасно. Этот грузовик еще из той поры, когда аккумуляторные ящики ставились за передним правым колесом. Вот здесь они стоят. Пластиковый щиток. Вот так это все выглядит. Откручивается площадочка. И аккумуляторы, соответственно, высвобождаем, выкатываем. Кто-то мне там что-то писал. Что ты показываешь, как аккумуляторы, говорит, устанавливаются? Ты же, говорит, помогаешь ворам. Ребята, те, кто занимаются воровством аккумуляторов, они прекрасно знают, и еще и сами подскажут вам, как аккумуляторы на какой модели снимаются. Дальше идем. В данном случае, в данной комплектации у нас два бака. Баки, как вы видите, также вольвовские, несмотря на то, что на пробке написано Renault. Вольвовские баки отличаются вот этой D-образной формы. То есть, если мы смотрим с этой стороны, они как бы выглядят прямоугольными, но со стороны рамы они округлые. Дальше. По подвеске. Задняя подвеска у нас, как и на премиуме, на полурессорах, пневматическая. Перед, в данном случае, на рессорах, но можно было в свое время заказать переднюю ось и на пневме. Дальше. В данном случае грузовик у нас оснащен еще и мочевиной, но, скорее всего, она заглушена и не работает. Но мне так кажется почему-то, судя по общему состоянию грузовика. Так, давайте-ка по трапику я с той стороны поднимусь. Мы также по тепловозным поручням карабкаемся, цепляемся за эту ручку и на мостки. И здесь у нас уже расположены пневморазъемы. Но серьезный косяк, что у Магнума нет обоймы, на которую можно вот эти все разъемы повесить. То есть они вот так в свободном падении болтаются здесь, что очень неприятно. Подвеска кабины Магнумов исключительно пневматическая, как вы видите, вот эти самые подушечки и амортизаторы. К сожалению, у нас сегодня не получится поднять кабину. Вот у нас здесь гидроподъемник,
К сожалению, электроподъемник у нас не поднимает кабину, впрочем, как и механический подъемник. Конечно, предыдущий владелец пытался при помощи универсального ремонтного набора починить гидроподъемник, но он не поддался. Французы как-то по-другому смотрят на ремонт этих грузовиков. Здесь просто нужно долить АТФ-ку, и вручную уже можно было бы нам поднять кабину. Но увы и ах. Здесь сегодня выходной, мы как-то неудачно приехали снимать. Вот, АТФ-ки нет, и ехать куда-то ее сейчас покупать стемнеет. В общем, мы тест-драйв не доснимем. Но здесь ничего особенного. Единственный вольвовский мотор. И еще один интересный факт. Компания Volvo настолько не любила своего ребеночка Renault Magnum, что под кабину этого грузовика не устанавливала 16-литровый мотор, который был доступен на Volvo FH. Ну, вот так вот. Приемный ребенок, что поделаешь. Ну и ладно, собственно, этот движок я уже показывал неоднократно на других грузовиках. Единственное, что не удалось сейчас вам, к сожалению, продемонстрировать, это то, что Magnum действительно не очень удобен при ремонте, потому что, поднимая кабину, к двигателю можно подобраться только сверху. Сбоку что-то сделать здесь очень тяжело, потому что щитки, вот это все остается на месте. Есть такой косячок у Magnum. Но зато мы больше времени уделим кабине, ведь это именно то, за что водители этих грузовиков и любят Magnum. Да, кстати, по традиции благодарим наших друзей компанию Global Truck Sales за предоставленный на тест грузовик. Ведь именно Magnum в прошлый раз в тесте Мерседеса победил в голосовании, какой грузовик вы хотели бы видеть следующим на тесте. Я честно думал, что победит DAF, но нет, почему-то большинство голосов было отдано за Magnum. И по ссылочке под этим видео проходите на сайт gtsales.ru. Смотрите, какие грузовики сейчас есть в наличии, и пишите в комментариях, какой грузовик вы хотели бы видеть на следующем тесте. И обязательно пишите не просто модель и ссылочку на этот грузовик, но еще и почему вы хотите его видеть. Ну и кратенько, Global Truck Sales, официальный дилер Mercedes-Benz, Krone, Schmitz, в общем, там целый перечень производителей прицепной и грузовой техники, которую вы можете приобрести у них. Кроме того, они продают еще и подержанные грузовики. Несколько сотен единиц техники, все это в наличии, можете приехать, купить, тут же оформить лизинг, кредит, в общем, все здорово. Пойдемте, наконец, в кабину. Итак, смертельный номер. Опа, опа, и я здесь. На самом деле, не скажу, что прям вообще так неудобно. Единственное, говорю, что если без перчаток вылезать в грязную погоду, ты о поручни пачкаешься, а в остальном очень даже удобно забираться в кабину Магнума. Тем более вот такой широкий дверной проем. Давайте сразу по утилитарным возможностям этого автомобиля. Что-то мне понравилась формулировка «утилитарные возможности». В кармане у нас... Блин, сейчас бы звезданулся. Вы знаете, есть такая еще шутка. Нельзя ходить на 100 грамм чая в кабину водителя Магнума. Потому что, как правило, после таких посиделок водители-дальнобойщики, которые работают на обычных среднестатистических грузовиках, потом, открывая дверь, делают привычный шаг сюда и, соответственно, падают. Но гораздо опаснее ходить на 100 грамм чаю водителю Магнума в другие европейские грузовики. Было реально очень многих случаев, смех смехом, конечно, было очень много случаев, когда люди выпадали из кабин Магнумов, а водители Магнумов выпадали из других кабин. Бывает такая штука. И смех и грех, как говорится. Дальше. На подлокотнике у нас расположились клавиши обогрева зеркал, электростеклоподъемники, такие шустренькие. И джойстик регулировки зеркал. Саш, покажи, кстати, смотрите, как шустро регулируются зеркала. У нас зажигание сейчас выключено. Ну ладно, это покажем уже в движении. Заходим в кабину. И все, я здесь. Это у нас четвертое поколение. В четвертом поколении кабину увеличили. Она стала на пару миллиметров шире, но самое главное, она увеличилась в высоту. Здесь ровный пол. Высота 2,07. То есть я со своим ростом здесь вот хожу, могу даже попрыгать еще. Далее, по комплектации. У нас здесь салон, так называемый трансформер. 2 кресла, столик. Можно еще вот так откинуть спинку переднего сиденья. Вот такой подголовничек у нас скрывает за собой еще вот такой бардачок. Раз бардачок. Еще один бардачок. 2
кармашек с сеточкой. В данном случае у нас продублированы для водителя, который уже находится в спальнике, ему лень вставать, кнопки открывания люка, свет в салоне, включаем, выключаем, ну и управление автономным утопителем. Управление автономным отопителем. Утопитель — это если вы люк забыли закрыть во время дождя. Ну а теперь давайте я вам покажу, как это все раскладывается в спальную полку, ведь это же не просто у вас вот кухонька такая. Так, сложили ножку и повесили на стеночку. Теперь, внимание, откидываем спинку пассажирского сиденья. Оно, кстати, тоже на пневмоподвеске, чтобы вам удобнее было видно. Теперь берем сидушечку. Опа! Заедает. Машина не новая. Вот так. Здесь у нас дополнительный рундук, как вы видите. Снаружи рундуков у грузовика Renault Magnum, к сожалению, нет. И вот так приходится запчасти хранить практически в салоне грузовика. Опускаем спинку. Вуаля! Пожалуйста, спальная полка нижняя. Ну а здесь, смотрите, за подголовником спрятан еще один бардачок. Вот такой он Magnum. Дальше опускаем верхнюю спальную полку. Вот в Магнуме я бы пользовался верхней спальной полкой, потому что, ну, это очень удобно, когда у тебя отдельно здесь кухонька. Но здесь уже все поломано, видите, к сожалению. Ой, плохо держится. Эх, попала бы в мои руки эта машина. Эх, восстановил бы я ее. Сделал бы, как полагается. Вот. То есть днем вы отдыхаете здесь, а вечером опускаете спальную полку с матрасиком и ложитесь спать. Хотя здесь же постельное белье будет, подушечка, одеяло. Не, наверное, все-таки я снизу спал бы. Так, дальше. Давайте поднимем полку, чтобы она нам не мешала. Здесь зеркальце, можно бриться, причесываться. Кому-то, может быть, даже красить губы. Ну, не в смысле, что там водители некоторые там трансгендеры. Нет, потому что в Европе очень много женщин-дальнобойщиц. А вот здесь у нас еще один багажный отсек, я бы даже назвал. С сеточками. Все, видите, подсвечивается, все красиво. На газовых упорчиках. Все легко это так двигается. Прелесть. Дальше. Сбоку у нас нет никаких кармашков, в отличие от многих других грузовиков. Нет, вообще в целом я хочу сказать, что в момент своего появления Magnum предлагал одну из самых больших кабин в классе. Но на данный момент, 2018 год, к сожалению, Magnum уже кажется тесноватым на фоне своих конкурентов. Но возраст берет свое, куда деваться. Так, сверху полочка. И почему Magnum топчик, почему он король грузовиков, вы посмотрите. Здесь у нас отдельный плафончик, отдельная лампочка, газовый упорчик. Все закрывается легко. У крышки с обратной стороны вот есть, я не знаю, как назвать эту вот изнаночную накладку пластиковую. Здесь не голый металл. Прелесть. Еще один такой ящик снизу. Кстати, пульт. Это стандартная комплектация, пульт управления аудиосистемой. Огромное количество какой-то макулатуры, САФ, оси. Что у нас еще? Пожалуйста, какой-то роман «Новая Россия в постели». Господи, даже не буду, что это. Дети, это не смотрите. Под вещевыми ящиками у нас находятся такие полочки, они без крышек. Центральная часть идеально подойдет для какой-то транспортной документации, сопроводительной, такой вот буртик, то есть это все не будет вываливаться во время движения. Особо радует объемом вот этот прикрытый жалюзи ящик. Вот здесь мы просто сложили наши чемоданы. Это мой чемодан, это Сашин чемодан. Ну, здесь еще у нас без упаковки много всякой ерунды. Это мы сложили, чтобы не мешалось в салоне. Вот такой здесь ящичек. Естественно, подсветка. И еще есть розетка на 24 вольта. Прямо здесь, в ящике. Смотрите, все. Машина не новая.
машина не очень ухоженная, мягко говоря, не очень ухоженная. Ну как это все, а? Все работает. Ну а теперь посмотрим, чем живет, чем дышит водитель во время движения. Складываем спинку. Кстати, знакомые по Volvo лампочки на гибких ножках для чтения. Ну, посмотрите, машина дебютировала, точнее, вот это поколение дебютировало в 2008 году. Прошло ровно 10 лет. И насколько до сих пор остается актуальным этот салон. Огромное количество вещевых ящиков, отсеков. Все сделано качественно, добротно. Опять же, вот, ну, шторочки, подсветка. Внутри есть какая-то обивка. То есть это, ну... Ребята, это уровень. Я не знаю, почему так относятся. К Рено так относятся те люди, которые на этих машинах вообще не ездили. У меня такое ощущение складывается. Ровный пол. Эх, жаль, что эта машина уже, так скажем, потрепана жизнью. Красота. Давайте запустим сразу двигатель. Ох, живее всех живых. Так, отодвинемся чуть-чуть назад. Нет, я уже до конца отодвинулся. Рулевая колонка здесь регулируется кнопочкой у основания. Нажимаем. Оп. Оп. Опа. Редко, видимо, ими пользовались. Закисает. Как будто бы закисло. Так. Ну, вообще, наверное, вы можете посмотреть тест-драйв Renault Premium, потому что здесь приборная панель, клавиши, все один в один, как на премиуме. Мне вот эта приборная панель не нравится. Мне нравится приборная панель, которая была на Магнуме третьего поколения с синими циферблатами. Смотрелось очень здорово. Ну, а эта приборка мне не нравится тем, что здесь отсутствует аналоговый спидометр. Скорость можно посмотреть только на этом дисплейчике. Но зато здесь отличный бортовой компьютер, на котором можно посмотреть ошибки, например, которые у автомобиля присутствуют. Но не будем затягивать обзор, потому что об этом мы рассказывали в тесте Renault Premium. Здесь, в принципе, все то же самое. Как по кнопкам, так и по приборной панели. Ну и руль такой же, ну все такое же. Единственное, что здесь другое, как закрывается шторка переднего лобового стекла. Переднего лобового стекла. Что сказал? Просто лобового стекла. А хотя нет, лобовое стекло еще заднее бывает. Так. Опа. Здесь такой ярлычок-ограничитель, чтобы вы на ходу случайно себе не закрыли полностью обзор. Опускаем. Так, здесь закусывает слегка. Все. И вот смотрите, здесь в панели имеется прорезь. Многие задаются вопросом, зачем она здесь? Вот для чего, ребята. Для того, чтобы шторка опустилась и полностью закрыла лобовое стекло. Так, а где у нас? Вот она. Опа! Вот так в Магнуме решили проблему вот этих занавесочек, которые, допустим, в Мане, в Мерседесе, они вот на таких хлипких крючках держатся, что они постоянно выламываются. Чуть сильнее дернул, крючок отвалился, сломался. Здесь у нас просто такие шторки. Очень удобно. Сиденье у нас оснащено множеством регулировок, валики боковой поддержки. Все это спускается, накачивается. Под любую кривую спину можно настроить сиденье. Для меня это очень актуально. Ну и подогрев есть. К сожалению, в этой машине родные сиденья спрятаны под этими убогими чехлами. Вот терпеть не могу вот эти чехлы. Тип, как они там называются? Эко-кожа, что ли, что-то такое. Ужас, кошмар. И чтобы чехлы хорошо и аккуратно налезли на стандартные сиденья, отсюда убрали подлокотник. А так как здесь роботизированная коробка передач и рычага нет, это очень неудобно. Вот рука у тебя постоянно, ну где ее? Ты же не можешь двумя руками постоянно держаться за руль. Вообще в кабине довольно светло. Здесь есть точечные фонарики. Смотрите. Помните, я про Mercedes Actros вам рассказывал, что у него очень убогий свет в салоне. Два плафончика висят на потолке на такой огромной высоте. Естественно, когда ты работаешь с документами, ну, блин, сажаешь зрение, реально сажаешь зрение. Это очень неудобно. Здесь точечные светильники. Здесь вот посмотрите сверху лампочек сколько.
Ночничок есть красного цвета. Ну, прелесть, ребята, прелесть. Так, но по кнопкам хочу сказать, что они расположены с левой и с правой стороны вот прямо под руки водителя. Очень удобно. Но с учетом того, что в Магнуме ты сидишь очень высоко, панель приборов опущена вниз, и, естественно, все это располагается вне зоны видимости. То есть от дороги приходится отвлекаться, чтобы посмотреть на кнопки. И то же самое не очень правильное, на мой взгляд, решение расположить управление микроклиматом в нижней части. То есть, опять же, чтобы вам что-то подрегулировать, во-первых, вам нужно тянуться, отрываться от спинки сиденья, отрывать взгляд от дороги, отводить в бок и вниз, чтобы порегулировать. Понятно, что с годами, с опытом работы на этом грузовике ты все это будешь делать на ощупь, но все равно ты на это смотришь. И также нелогично расположены подстаканники. Смотрите, если у вас что-то прольется, у вас это потечет, на кочке тряхануло, например, а у вас полный стакан кофе горячего. И все это у вас может залить тахограф и залить блок управления микроклиматом. Ну и, как всегда, жалуюсь, мне не нравится вот эта приобнимающая панель приборов. Она классно смотрелась бы в легковой машине. Ты сидишь, такой гонщик в кокпите практически космического корабля, это здорово. Но когда в грузовике вот этот угол заходит в центр кабины, он сжирает большую часть пространства. Вот это мне не нравится. Это, мне кажется, абсолютно нелогично. Дальше. Управление роботизированной коробкой передач у нас возложено на подрулевой переключатель. Ну, то же самое, как и в Renault T в нынешнем грузовике, который пришел на смену премиуму и магнуму. То есть вот эти колечки. Многие не сразу врубаются, как она работает, потому что управление на грузовиках Volvo этой же коробкой iShift расположено на джойстике, который закреплен непосредственно на сиденье. Имитирует как бы вот обычный стандартный рычаг коробки передач. Здесь этого нет. На вот этой консоли располагается ручник. Вот ручник. В некоторых версиях еще была версия с парашютом. То есть здесь еще стоял кран парашюта. Такой вот холодильничек. Холодильничек очень маленький. Больше о нем сказать нечего. Забыл показать спереди. Противотуманки обе у автомобиля разбиты. Вообще на реношках, что на легковых, что на грузовых, противотуманки почему-то очень боятся воды. Чуть попала холодная вода на противотуманку, стекло сразу трескается, раскалывается. И вот такая беда. И вот у нас на лобовухе, смотрите, какая прелесть. Очень аккуратно что-то либо прилетело, а может быть водитель этого грузовика куда-то приткнулся. Еще по огрехам грузовика хочу сказать, что у него плохо чистят щетки стеклоочистителя. Не в смысле, что они не очищают стекло, а в смысле, что они не доходят, смотрите, до стойки, и остается вот такой огромный сектор неочищаемый. То есть вы представляете, да, какая у вас слепая зона? Здесь зеркала, здесь еще вот этот сектор. Вы не видите, пипец, какое огромное пространство. Так, ну что, теперь надо прокатиться. Посмотреть, как едет 8-летний автомобиль с пробегом 811 тысяч. Ну, заявленный такой пробег, не знаю, насколько соответствует действительности. Но, глядя на внешний вид машины, складывается впечатление, что пробег чуть-чуть побольше. Ну, или, по крайней мере, за машиной не очень-то и следили, пока ее эксплуатировали. Кстати, забыл про автономку сказать. Автономочка дует у нас от задней стенки кабины. Вот через этот конвектор оттуда дует, и получается из-под палочки воздух поднимается и распространяется по кабине. Ну, гораздо лучше, чем Actros. Кстати, мы сейчас поедем по тому же маршруту, по которому катали Actros MP4. Так, снимаем ручник. Беремся за рычажок управления трансмиссией. Поворачиваем колечко в режим D. Включаем поворотничек и стартуем. О, как резво. Сразу с 5-й передачи. Ну, iShift хорошая коробка. Что тут говорить. iShift сообразительный. Так. Ближний свет. Двигатель не очень громкий, но при этом отчетливо слышно свист турбины. Хотя это мы без нагрузки едем.
Как вы понимаете, если мы зацепим прицеп с хорошим грузом, топнем тапку, ну вот слышно, наверное. Я думаю, будет слышно все-таки у вас микрофон, как свистит турбинка. Ну, одна голова, о, какая резвая. Вот это да. Это еще это не Евро-6 движок. Ух, а тормоза-то какие. У нас аж спинка сложилась. Ты ее не закрепил, Саш? Нет. Ну и ладно. Как видишь. Хер с Так и ним. уж. К сожалению, уже опять стемнело. Когда же наконец-то лето наступит, а? Ребята, это вообще... Я ездил на магнумах предыдущего поколения. Там в повороте кабина так, опа, заваливала тебя. Здесь нет. Обалдеть, вот это вот ощущение было. Я ожидал сейчас дичайшего крена, потому что кабина высокая. Верхняя кромка кабины, по-моему, 3,90. С учетом того, что разрешенный габарит 4 метра грузовика. Очень высокая кабина. Высоко находятся точки крепления этой кабины. Высоко сидим мы. И крена не было. Твою ж дивизию, как мягко. Послушайте салон. Вот сейчас вот спинка просто сложилась, трется этим уродским чехлом об панель. И скрипит. Тишина в салоне! Абсолютная! Ни одного сверчка! Не говоря о том же, чтобы это гремело. Помните Mercedes Actros? Вот недавно снимали по этой же дороге. Это полнейшая была погремушка. Хотя у Actros был пробег 500 тысяч километров. Больший километраж из того пробега Actros прошел по Европе, а не по России. Не, ну турбина, конечно, прям очень сильно свистит. Вот мне не нравится косячок здесь такой. Включаешь поворотник и постоянно дальним светом моргаешь. Очень легкий, мягкий ход рычажка. Саш, ну рассказывай, как тебе по комфорту кабины? Ну, вообще это просто отлично. Да, наверное, самое... Я бы вот с удовольствием лег бы и лежал. Жаль, камеру надо держать. Недаром это король. Король европейских грузовиков. Порода, благородство. Как он едет, ребята! Кто на Магнуме работал или работает сейчас, в комментариях поделитесь, просто подтвердите, там, я не знаю, или опровергните, хотя я не знаю, кто может опровергнуть мои слова. Это реально. Я хочу, вот с полной уверенностью говорю, что это самый комфортный магистральный тягач в Европе. Сейчас специально в яму захерачил машину. Опа! Обалдеть! Парни, это фантастика! Блин! Я даже не могу ничего толкового рассказывать вам по машине. Легенький, мягенький, как пушинка, стелется над дорогой. Ребятки, это уровень. Volvo, почему вы сняли с производства эту машину? Ведь реально на этих машинах в основном ездят фанаты. Фанаты этой модели. У Магнума, у всех, что с вольвовским мотором, что с маковскими моторами, средний расход гораздо выше, чем, условно говоря, на Вольвешнике или на Скании. Виной тому, конечно же, огромная площадь. Он просто кирпич. Вы представляете, кирпичом рассекать воздух. В этом вся причина. Одна из причин. Вот сейчас вот на этом трамплине Mercedes просто выкидывал из сиденья. Вы сейчас сами все видели. Как? Как французы это сделали? Я просто в щенячьем, в детском восторге от этой машины. Парни. Но опять же, это такой обзорный, скажем так, тест-драйв. Потому что грузовик нужно тестить все-таки с прицепом. Давайте. Ну-ка.
Пошел. 8-я. 11-я. Ух! А вот на скорости у Магнума есть проблемы с ветром. Я не знаю, будет слышно, нет в микрофон? Засвистывает, завывает ветер. Да. Есть косячок. Но, опять же, возвращаясь к его площади. Площади лобового сопротивления. Воздух путается в зеркалах. Да, есть недостаточек в этом. Ну, фары никакие. Ну, понятно, вы видели, да, когда мы еще о машине только начинали рассказывать. Фары мутные, их, ну, не знаю, полировка поможет или нет, но надо делать. Фары вообще не светят. Но по тормозам все хорошо. По крайней мере, по чувствительности, по эффективности замедления пустого тягача. Педаль газа напольная. Очень приятно. Представляете, они даже в 4-м поколении не отказались от напольной педали газа. Это очень круто. Вот в этом и фишка Магнума. В том, что он сам по себе. Вот я такой. Ребята, вот вы все одинаковые, как инкубаторские. Мерседесы, Маны, Вольво, Скания. Имеется в виду по внешности, по тому, как они едут. Ну, плюс-минус одинаковые. DAF туда же, и Века. Магнум, он такой один среди всех. И выделяется не только своим экстравагантным стилем, своим дизайном, своей внешностью, но и, блин, как он едет. Как он едет. Машина с пробегом без малого 1 000 000. Ну что вы скажете, а? Критики французского автопрома. Расскажите мне теперь, что французы делают говно. Ну и здесь ощущение, конечно, придает дополнительную остроту ощущений, придает вот эту площадь остекления. Огромнейшая просто по своим размерам лобовуха. Ох, как же ты божественно едешь. Друзья, это просто фантастика. Это настолько эмоциональный грузовик. Он мне подарил сегодня столько наслаждения, столько кайфа. Я давно не получал столько удовольствия от вождения грузовика. Это просто суперическая машина. Никаких выводов делать не буду. Это был маленький вводный обзорчик, тест-драйвчик одного из поколений Renault Magnum. В дальнейшем, я думаю, мы отснимем машины из первых серий, которые выпускались в 90-х. И, наконец-то, открою тайну. Я уже давно подыскиваю Renault Magnum 2-го поколения, из которого мы и будем делать проект. Самый крутой, самый красивый и интересный грузовик в России. А пока не забываем проходить на сайт Global Truck Sales и выбираем машину для следующего тест-драйва. Напоминаю, пишите в комментариях, какую из этих тачек вы хотите увидеть, и напишите почему. Ставьте обязательно дизлайк. Кто не отписался, отпишитесь. Всем, как говорится, пока!